Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня просто должны возрадоваться страйкбольные войны демократии и Кока-Колы, потому что не спаслали им антуражную страйкбольную шайтан-трубу. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Да, StrikeArt, услышав ваши молитвы, сжалился и сделал свою страйкбольную версию АТ-4, на которую мы и посмотрим. Традиционно начнем видео с прокачки матчасти в плане истории, чтобы понять, что это вообще за зверь и кому он нужен. Итак, в середине 50-х годов армия США начинает задумываться, чем они будут останавливать советский танковый раш, прущий через всю Европу к Ла-Маншу и далее. На тот момент на вооружении уже был реактивный гранатомет М2 «Базука», но он был достаточно тяжелым, требовал специально обученного расчета и уже не отвечал современным требованиям по бронепробитию. Поэтому в недрах военного ведомства была создана исследовательская программа LAW – Lightweight Anti-Tank Weapon, или как ее часто называют LAW. В основу нового оружия легла идея простого и дешевого Panzerfaust, который даже в реалиях Рейха образца 1945 года был крайне дешевым, технологичным, и в осажденном Берлине их клепали тысячами. А еще он был настолько прост в обращении и эффективен, что даже старики и дети, потренировавшись пару раз, успешно жгли из него американские и не только танки. В 1959 году прошли первые испытания гранатомета, разработанного американской компанией Hesse Eastern Company, а в 1961 году это оружие было принято на вооружение армии США под индексом M72LAW. В нем был реализован безоткатный принцип работы. Это когда гранате приделывается небольшой реактивный двигатель, выхлоп от которого свободно вылетает из задней части пускового устройства, а сама граната из передней. Главное не перепутать при стрельбе, что откуда должно вылетать. Штука получилась легкая, дешевая и злая. При весе всего 2,5 килограмма снаряд прицельно летел на 150-170 метров и успешно прожигал броню любого танка того времени. А в более поздних модификациях М72А4 и далее бил уже на 350 метров при весе всего 3,5 килограмма. Правда, останавливать Soviet Air Crash гранатометом LAW так и не пришлось, зато они себя отлично проявили во Вьетнаме. Оказалось, что он на ура разносит бункеры и укрепленные точки гуков, а благодаря дешевизне и малому весу его мог взять буквально каждый солдат, и даже не по одной штуке. И, не дожидаясь авиа и артиллерийской поддержки, раздать демократию всем желающим. Хотя М72 в разных его модификациях производится и по сей день, в середине 80-х американская армия для его замены в качестве легкого противотанкового оружия приняла на вооружение гранатомет АТ-4. Что такое АТ-4? Это продукт совместной работы шведской компании Saab Bofors Dynamics и американской компании ATK. Что они сделали? Они взяли за основу боеприпас для хтоничного шведского гранатомета Карл Густав, который обладал большим, чем у М72 калибром, а значит мог нести более мощную боевую часть. Немного переделав боеприпас, его поместили в одноразовую пусковую трубу, приделали прицел и индекс М136. В таком виде гранатомет АТ-4 М136 находился на вооружении вооруженных сил США, а также других стран – Франции, Канады, Великобритании, Албании и так далее. С ростом калибра до 84 мм прицельная дальность выросла до 500 метров. А вообще ракету можно запустить и на 2 километра, но тут уже дело случая. Вес, кстати, гранатомета стал 7,5 килограмм. АТ-4, так же как и М72, в щепки разносил все, до чего долетит снаряд. Здания, укрепления, окопы, землянки, доты, джихад-мобили и так далее. Его боевые качества оценили все. И военнослужащие, которые из него стреляли, и ребята с другой стороны прицела. Все, кроме российских страйкболистов, играющих за силу демократии. Потому что в российских реалиях добыть стрелянную трубу от оригинального Т-4 или М72 практически невозможно или очень и очень дорого. Причина простая. Ни один здравомыслящий американский таможенник не выпустит из страны посылку размером с гранатомет, содержимое которой выглядит как гранатомет и имеет американские армейские маркировки. И без толку объяснять, что это просто пустая труба. Поэтому реконы USSF, Navy Seal, Марсок плакали, кололись и продолжали использовать переделки из отечественных тубусов от РПГ-26. Но тут на помощь пришла компания StrikeArt, которая сделала красивый, антуражный и работающий АТ-4 с нуля. Так как суть этого гранатомета в первую очередь антураж, нежели эффективность, посмотрим на него с точки зрения внешки и копийности по отношению к боевому образцу. Как и оригинал, АТ-4 это по сути корпус труба, на который снаружи приделаны различные дополнительные
детали. Как и в оригинале, приделаны при помощи пластиковых монтажных лент, какими оборачивают большие коробки и разную упаковку. Если вы не рассматривали на протяжении пары часов оригинальный АТ-4 или не изучали американский армейский мануал, то в глаза вам бросится, скорее всего, только цвет предохранителя и кнопки спуска. В оригинале они ярко-красного цвета, чтобы боец за демократию даже в условиях стресса мог быстро найти эти ключевые элементы. Ну и красный как бы намекает, что жать без повода не стоит и может бахнуть. В изделии от StrikeArt они черного цвета. Не знаю почему, может просто нет красного пластика для 3D принтера. Да, эти элементы тут сделаны методом 3D печати. Насадки на трубу спереди и сзади выполнены из резины в цвет корпуса, как у оригинала. Если вы случайно уроните ваш АТ-4 на землю, они защитят трубу и навешанное на нее добро от удара. Но это не значит, что страйкбольный гранатомет нужно после выстрела антуражно отбрасывать от себя. В задней части присутствует наклейка с инструкцией, что перед стрельбой нужно выдернуть предохранительную чеку. В страйкбольной версии этой чеки нет. Еще тут есть гениальная в своей простоте инструкция, как целиться из АТ-4 при стрельбе по технике. Она настолько проста, что понятно даже нелегальному мигранту-мексиканцу, с трудом умеющему читать по-английски. К сожалению, в реалиях баллистики страйкбольного выстрела игла, которым стреляет этот гранатомет, эта инструкция неприменима. В отличие от настоящего гранатомета, у страйкбольной версии отсутствует рычаг взведения УСМ. Нет ни его самого, ни паза для него в этой детали. С одной стороны, его можно было бы сделать в виде неподвижной и нерабочей имитации, но с другой стороны, это бы привело к удорожанию продукта. Еще тут отсутствует складная передняя рукоятка для удержания гранатомета, но тут стоит отметить, что она есть только на поздних модификациях, на старых версиях этой рукоятки нет, и именно эта версия показана в наставлении по применению для армии США. Но все-таки самое заметное и критичное отличие от оригинала в версии от StrikeArt это отсутствие прицельных приспособлений. Вот эти коробочки на оригинале это сдвижные крышки, которые в транспортном положении защищают мушку и целик. И перед стрельбой их нужно просто сдвинуть друг на друга. В версии от StrikeArt крышка целика на самом деле нужна для размещения аккумулятора, от которого работает гранатомет. А крышка мушки просто имитация. Это, конечно, минус как с точки зрения антуража, так и с точки зрения практического применения, потому что целиться без прицельных на дистанцию 170 метров, ну такое. Хотя, будем честны, чаще всего все бахают из таких гранатометов, дай бог, на 50-70 метров. Да и антуражные прицельные привели бы к существенному удорожанию продукта. Кстати, на боевой АТ-4 можно устанавливать дополнительный прицел, например, ночной или тепловизионный. Если у вас он есть, вы можете тоже это сделать. А в более поздних версиях есть планка Пикатини. Правда, она есть только на самой современной американской версии под индексом М136. На более старых версиях и на изделии StrikeArt ее нет. А для любителей, как у военных, есть прикольный лайфхак. Берем олдовый Anpec 2 и обычными стяжками прикручиваем на трубу. Главное не перепутать, какой стороной прикручивать. Лазер должен светить в ту же сторону, в какую вылетает ракета, а не наоборот. Так делали бойцы разных подразделений USSOCOM в Афганистане в относительно современный период после 2014-16 годов. Страйкбол, конечно, накладывает свои реалии, но вы тоже можете так сделать. Правда, в условиях страйкбола PEC-2 наделен только видимым красным лазером, и вы сможете из него целиться, дай бог, на 100 метров в очень пасмурную погоду. Зато вы сможете не просто промахиваться из АТ-4, а антуражно промахиваться и параллельно ловить нешарящие взгляды в стиле «нахрена ты прикрутил бокс к гранатомету?». Короче, вопрос прицела вам придется решать самостоятельно. Еще на страйкбольном гранатомете АТ-4 отсутствует складной плечевой упор. На боевом гранатомете он есть. Насколько это минус к антуражу лично для вас, решайте сами. В защиту StrikeArt можно сказать, что они постарались убрать с гранатомета максимум движущихся, раздвигающихся деталей, чтобы упростить процесс серийного производства и, соответственно, снизить цену. Для удобства переноски тут имеется штатный ремень, он выполнен из брезентовой стропы. И нет, не спешите говорить, что это просто ремень от калаша, потому что так дешевле. На боевом АТ-4 ремень для переноски такой же простой и брезентовый, и StrikeArt заморочились за его внешний вид. Например, тем, что свободный нерегулируемый конец закрепляется не прошиванием на швейной машинке, а заклепкой. Но если он вас вдруг не устраивает, можете его просто срезать и поставить свой оригинальный и пафосный V-TAG. Наклейки и инструкция на гранатомете воспроизведены достаточно неплохо, просто сравните фото оригинала и StrikeArt. Подводя итог, можно сказать, что для обычного страйкболиста, не погруженного дотошно в реконструкцию, отличия будут незаметны с метров 4-5.
Ну, кроме красных клавиш предохранителя и спуска, разумеется. А для тех, кто хочет максимальной аутентичности, отличия будут заметны в любом случае, у них глаз наметанный, и они знают, куда и на что смотреть. Можно ли самостоятельно довести этот AT4 до более аутентичного внешнего вида? Можно. Каких-то критичных проблем я не вижу. Стоит ли это делать для серийного продукта? Вопрос открытый. Теперь, наконец, перейдем к тому, из чего сделан этот AT4 и как им пользоваться. Труба, которая является основным несущим элементом корпуса, алюминиевая. Внутренняя труба ствола также сделана из алюминия. Навесные элементы спускового механизма и имитация прицельных приспособлений пластиковые. Торцевые части в передней и задней части выполнены из плотной резины. Узел, на котором крепится задняя крышка ствола, антапки, винты и некоторые другие крепежные элементы стальные. Вес гранатомета 4 кг 200 грамм, длина 1 метр, ну точнее 1 метр 20 миллиметров, ну короче 1 метр. Стреляет AT4 выстрелами игла от того же StrikeCard. К сожалению, это версия, в которую заряжается всего один выстрел. Версии с 3 стволами у нас нет, и если честно, я так и не понял, будет ли она в итоге или нет. Теперь посмотрим, как этим гранатометом пользоваться, но для начала нужно зарядить аккумулятор. AT4 от StrikeCard имеет встроенный литий-полимерный аккумулятор на 7,4 вольта и 400 махов. Берете вот этот переходник, который есть в комплекте, одним концом втыкаете в зарядное устройство, другим в разъем на гранатомете. Уточним, что раз аккум всего 400 махов, то ток зарядки нужно ставить не более 0,4 ампера, а лучше 0,2. Еще неплохо после зарядки заклеить куском армированного скотча разъем на гранатомете, потому что крышки тут нет и не предусмотрено. И вы точно не захотите, чтобы вода попала на контакты липошной батарейки. После того, как заряжен аккумулятор, нужно зарядить сам гранатомет. Делать это удобнее, перевернув его дульным срезом вниз. В задней части есть запорный механизм и крышка ствола. Чтобы ее открыть, нажимаем вот на эту клавишу и открываем крышку на себя. Вставляем выстрел игла в трубу, закрываем крышку и отжимаем клавишу, чтобы она вернулась в исходное положение до щелчка. Кладем гранатомет на плечо, целимся. Так, стоп, прицельных же нет. Тогда просто наводим в сторону противника, указательным пальцем отжимаем клавишу предохранителя и большим нажимаем кнопку пуска. Производитель на странице товара на своем официальном сайте заявляет дальность стрельбы 170-200 метров. Однако на наших тестах выстрелы летели на 140 метров. Правда, есть нюанс. После 10-15 выстрелов дальность возрастает до 170 метров. Потому что ствол внутри покрывается слоем порохового нагара, обтюрация снаряда улучшается, давление толкающих газов становится больше и снаряд летит дальше. И тут же производитель говорит, что гранатомет нужно чистить после 20 выстрелов. Но мы не будем, мы же не дураки, мы будем стрелять на 170 метров. Пока, конечно, нагара не станет слишком много и дальность не начнет обратно падать. Подводя итог, можно сказать, что теперь в страйкболе есть рабочий AT4. И это лучше, если бы его вообще не было. Любителям Кока-Колы и демократии теперь не придется таскать якобы трофейный RPG-26. Теперь они могут таскать рабочий AT4 мужского размера. С ценником в 20 тысяч рублей на гранатомет, сделанный с нуля в 2021 году, наверное, можно смириться, потому что дешевле все равно его никто не сделает. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, поддерживать там активность, потому что активность нужна для продвижения канала. Ставить ваши уверенные пальцы вверх. Я старался и надеюсь, вам было интересно. С вами был Евгеньевич. До скорого!